Когда Джон наклонился, чтобы завязать шнурки маленькой Эммы, ему не давало покоя ее поведение. Девочке было всего 7 лет. Тонкая, хрупкая, с большими глазами, в которых последнее время поселился какой-то необъяснимый страх. Он ласково погладил ее по волосам и сказал: «Будь хорошей девочкой в школе». «Ладно, принцесса». Эмма не ответила, лишь опустила голову и сжала в кулачках край своей футболки. Джон ощутил, как по спине пробежал холодок. Что-то было не так. «Папа, можно я останусь сегодня дома?» Вдруг тихо спросила Эмма, прижавшись к нему. Он нахмурился. Раньше такого никогда не было. «Ты заболела? Или что-то случилось?» Эмма закусила губу и покачала головой. «Нет, просто не хочу идти». Джон опустился на колени, чтобы посмотреть ей в глаза. «Эмма, ты можешь рассказать мне все», — сказал он мягко. Она отвела взгляд. Слеза скатилась по щеке. «Все в порядке, пап. Я пойду». По дороге в начальную школу Эмма молчала. У ворот Джон спросил: «Ты уверена, что не хочешь рассказать мне, что происходит?» Девочка только покачала головой, вырвалась из объятий и побежала в школу. В тот день Джон забрал ее раньше. Эмма выбежала из школы с бледным лицом, обняла отца и не проронила ни слова. Тут к ним подошла учительница, мисс Миллер, женщина лет 50, с аккуратной прической и пронзительным взглядом. «Я учительница Эммы», — представилась она. «Приятно познакомиться», — ответил Джон, но внутри у него что-то ёкнуло. «Эмма кажется очень чувствительной. Ей бы не помешало стать крепче», — сказала учитель. «Я учу ее быть доброй. Надеюсь, школа поможет, а не осудит», — резко ответил Джон. Мисс Миллер лишь холодно усмехнулась. Вечером Эмма проснулась в слезах. Джон обнял ее. «Мне приснилось, как меня увели, а ты не мог меня найти», — всхлипывала она. «Я никогда не позволю, чтобы с тобой что-то случилось», — уверенно сказал он. «Но если я кому-то расскажу, они заберут тебя. Я не хочу остаться одна», — прошептала Эмма. Эти слова пронзили Джона. Кто ей это сказал? Эмма лишь покачала головой. На следующий день, пока дочь еще спала, Джон прикрепил мини-диктофон к ее любимой заколке. Он знал, что это спорно с точки зрения закона, но у него не было выбора. Когда Эмма ушла в школу, Джон провел день в тревожном ожидании, не в силах сосредоточиться ни на чем другом. Он все время смотрел на часы, мысленно отсчитывая минуты до ее возвращения. Беспокойство росло с каждой минутой. Вечером, когда Эмма уже спала, он осторожно снял с ее волос заколку, внутри которой находился мини-диктофон. Сев в своем кабинете, он подключил устройство к ноутбуку и нажал воспроизведение. Сначала запись передавала обычные звуки школьного дня, шум в классе, шорох тетрадей, приглушенные голоса детей. Потом в эфире раздался холодный, властный голос мисс Миллер. «Эмма, встань, сегодня твоя очередь». Затем звук пощечины. «Ты ничтожество, как и твой отец. Никто тебя не полюбит», — сказала учитель. Затем задыхание девочки. Плач. «Если кому-то расскажешь, я скажу, что твой отец тебя бьет. Тебя отдадут в приют», — твердо заявила мисс Миллер. Когда запись закончилась, Джон сидел, сжав кулаки до белых костяшек. Его дыхание было тяжелым, сердце стучало так громко, что казалось, оно вот-вот вырвется из груди. В комнате стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь едва слышным шумом вентиляции. Он чувствовал, как по телу пробегает волна ярости, смешанной с беспомощностью. Его маленькая дочь, его Эмма, подвергалась жестокости, и он не заметил этого раньше. Ему хотелось кричать, что-то разбить, но он знал, эмоции не помогут. Нужно было
действовать. Он рассказал все своему другу Марку. Вместе они пошли к директору школы мистеру Лейну. Тот не сразу поверил, но при прослушивании записи побледнел. Однако вместо сочувствия произнес: «У мисс Миллер есть связи. Если вы поднимете шум, можете потерять опеку над дочерью». Джон не выдержал и ударил его и сказал: «Попробуйте только прикоснуться к моей дочери снова». После этого Джон обратился к журналисту Ноа Беннету, известному своими резонансными публикациями о социальных несправедливостях. Встретившись в одной из тихих кофеен на окраине города, Джон изложил все, что знал. Он показал аудиозапись, рассказал о реакции директора, поведал о страхах своей дочери. Ноа внимательно слушал, делал пометки, уточнял детали. Он не задавал лишних вопросов, лишь кивал, когда нужно, и обещал не упустить ни одной зацепки. В последующие дни он провел десятки часов, беседуя с другими родителями, рассылая запросы в администрацию школы, изучая поведение мисс Миллер на прошлых местах работы. Некоторые родители, вдохновленные храбростью Джона, начали делиться своими историями. Становилось ясно, случай Эммы не единичен. Перед Ноа начал вырисовываться ужасающий масштаб происходящего. Его цель стала ясна. Не просто рассказать историю Эммы, а вскрыть всю систему, позволившую такому произойти. Когда статья увидела свет, она моментально вызвала широкий общественный резонанс. Местные новости подхватили тему, и вскоре история Эммы и ее отца была на слуху у всей округи. Администрация школы пыталась смягчить последствия, отрицая обвинения и ссылаясь на недоразумения. Однако давление со стороны родителей нарастало с каждым днем. Люди, которые ранее молчали, из страха начали рассказывать свои истории. Свидетельства множились, и Джон уже не был одинок в своей борьбе. Эмма почувствовала, что не одна, и впервые за долгое время стала улыбаться. Полиция немедленно инициировала расследование, и уже в первые дни было установлено, что действия мисс Миллер выходили далеко за рамки дозволенного. Ее отстранили от преподавательской деятельности до окончания расследования. Параллельно с этим директор Лейн также оказался под следствием. Выяснилось, что он сознательно замалчивал жалобы и препятствовал их официальному рассмотрению. Истина постепенно выходила наружу, и многие чувствовали, что началась настоящая борьба за справедливость. Эмма постепенно начала восстанавливаться. Словно из глубокой тени, в которую ее загнали страх и боль, она понемногу выходила на свет. Джон замечал, как ее глаза начинали вновь светиться, пусть и осторожно. Появились редкие, но настоящие улыбки. Однажды в тихий вечер, когда в доме царила тишина, а за окнами медленно опускался закат, Эмма подошла к отцу, села рядом и тихо сказала: «Я верю, что ты меня защитишь». Джон прижал дочь к себе и ответил: «Всегда, доченька, что бы ни случилось». Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Джона? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.